Здравствуйте, уважаемые зрители канала! Сегодня мы предлагаем вашему вниманию новый выпуск на тему «Обыск у маршала Жукова. Что удивило чекистов?». Маршал Георгий Константинович Жуков имел несомненный авторитет в армии и среди советского народа. Да такой, что этому авторитету позавидовал сам Сталин. Потому-то после войны Жуков оказался в опале, так как Иосиф Виссарионович стал в открытую подозревать популярного маршала в политических амбициях. Может, тот и в самом деле метил в лидера СССР. И, чтобы показать, кто есть кто, против маршала Жукова сфабриковали дело, обвиняя его в мародерстве. Были проведены обыски, во время которых, по идее, будет найдено что-то особенное помимо трофеев, вывезенных из Европы. Последние интересовали Сталина не так сильно, как возможность вылить на Жукова как можно больше грязи. И началось все с трофейного дела. После Великой Победы над фашистской Германией осталась своя грязная пена. Не все было так идеально, как хотели представить народу советские власти. Оказалось, что не все воины-победители были идеальными и благородными. Кое-кто не смог обуздать себя в меркантильности и понабрал чужого добра сверх всякой меры. Если простых солдат еще можно было понять, то генералов, все же имевших хорошие довольствия, нет. На войне испокон веков было принято брать трофеи, то есть за победителями было некое право, которое позволяло забирать себе материальные ценности, принадлежавшие раньше побежденному, сверженному врагу. В СССР 5 января 1943 года появилось постановление ГКО о сборе и вывозе трофейного имущества и обеспечении его хранения, подписанное Сталиным. После этого в Красной армии было создано трофейное управление и стала работать Центральная комиссия, занимавшаяся сбором захваченного и брошенного гитлеровцами имущества. Комиссию возглавил маршал Буденный, потом ее преобразовали в трофейный комитет при ГКО, а также сменился глава, им стал маршал Ворошилов. В то время, когда война велась на территории СССР, трофейщики старались захватить немецкие танки, военную технику и оружие. Брали как относительно целые на ходу, так и поврежденные. Если уж железо совсем не годилось в дальнейшее использование, то его отправляли в переплавку. Особо ценными были автомобили немцев на ходу, ими пополняли автопарки как в тылу, так и на фронтах. С 1943 по 1945 года РККА и другие советские ведомства эксплуатировали больше 60 тысяч трофейных германских авто. А когда Красная армия вступила на территории Третьего рейха, то ситуация стала меняться. Теперь уже забирали не только военную технику, но и промышленные, хозяйственные и даже бытовые объекты и вещи. Последнее особенно ценилось среди солдат и офицеров. Интересно, что власти СССР не стали вводить никаких запретов на подобное корыстолюбие среди воинов РККА. Считали, что за 4 года советские люди и так настрадались. Многие лишились семьи, домов, имущества во время вторжения немцев, поэтому они могли брать хотя бы что-то, чтобы компенсировать утраченное. Вождь народов тоже так думал, и решение трофейного комитета, которое разрешало компенсации, он одобрял. Правда, были установлены ограничения, не выходя за которые военным РККА разрешалось грабить немцев. Каждый боец мог раз в месяц отправлять домой посылки с трофейными вещами, которые должны весить не больше 5 килограммов. Младший офицерский состав мог присылать не больше 10 килограммов в месяц. А вот майорам и офицерам повыше рангом можно было 2 раза в месяц посылать посылки по 16 килограммов. Квоты установили и решили за ними тщательно следить, мало ли кто может выслать лишнее. Потому создали специальные комиссии, работавшие в каждой части, в каждом подразделении, как в тылу, так и на линии фронта. Эти комиссии не только строго контролировали вес, количество посылок, но и рылись в них, ища запрещенку. Запрещенные к ввозу в СССР предметы – это оружие, драгоценности, антиквариат и предметы с атрибутикой нацизма. Нарушителей сурово наказывали, проверяли дотошно и строго. Особо жадные до чужих вещей солдаты и офицеры получали дисциплинарные наказания. Если же мародеры были пойманы на месте и с поличным, то с ними никто не церемонился. Сразу отправляли в комендатуру, а потом под трибунал. Правда, были и лазейки для своих, например, не проверяли посылки старших офицеров. После победы ограничения ужесточились. Перечень запрещенки расширили. Теперь нельзя было вывозить меха, автомобили, мотоциклы. Однако все же эти ограничения были не для всех советских людей. В зону советской оккупации в Берлин и другие крупные города стали приезжать командированные.
Те люди, кому поручено было разжиться заграничным дефицитом для личных нужд чиновников, высокопоставленных военных, руководителей предприятий. Личный водитель Георгия Жукова Александр Николаевич Бунин вспоминал про то время. «Мне, как шоферу, запомнились эпизоды добывания трофейной автотехники для верхушки власти в первые послевоенные недели. Из Москвы в Берлин приходило множество требований подобрать подходящий автомобиль. Сколько специальных уполномоченных понаехало. Генерал Серов, будущий руководитель КГБ, расстарался и разыскал представительский «Мерседес» для Берии. Раньше принадлежал он самому Гиммлеру или же Риббентропу. А генпрокурор Вышинский, приехав в Берлин с документами о капитуляции Германии, взял из Москвы начальника кремлевского гаража особого назначения, чтобы тот выбрал среди трофейных машин для Андрея Януарьевича самую лучшую. Этой просьбой Вышинский озадачил и Жукова. Тот по вполне понятным причинам отказать не смог и дал мне поручение. Я выбрал хороший «Мерседес». Машину отправили по железной дороге в Москву, заполнив доверху салон еще и другими трофеями генпрокурора. А через год после победы к трофеям возник неподдельный интерес. Стали выявлять, кто сколько награбил и вывез. При этом проверяли не простых солдатиков и офицеров, а крупных армейских чинов. И самым главным объектом разработки спецслужб стал Георгий Жуков. Да, конечно, главным поводом для проверок маршала стало желание Сталина вернуть маршала Победы в свое русло. А то взорвался, мол, и может стать конкурентом. Но повод придраться к Жукову тоже был, если судить по сохранившимся документам. К тому же из высокопоставленных чинов стали выколачивать признание, что Жуков якобы в частных разговорах осуждал Сталина, принижал значение его заслуг и прочее. Но вот напрямую заниматься развенчиванием героя Сталин не стал, посчитав это грубым ходом. Он решил найти более низкую вину и более унизительную. Георгия Константиновича Жукова сделали одним из фигурантов трофейного дела. Негативную роль для него сыграло письмо от Булганина к Сталину, где тот сообщал о вывозе мебели, предметов культуры и искусства и других трофеев из Германии. В Ягодинской таможне, вблизи города Ковеля, задержано 7 вагонов, в которых находилось 85 ящиков с мебелью. При проверке документации выяснилось, что мебель принадлежит маршалу Жукову. Жуков был вызван на заседание военного совета в июне 1946 года. Его стали обвинять в том, что он воспользовался служебным положением и вывез или для него вывезли богатство из Германии. А после этого заседания Сталин подписал документ, где маршал Жуков освобождался от обязанностей замминистра вооруженных сил. Его отправили в Одесский военный округ, а позднее перевели в Уральский. А вот расследование злоупотреблений Жукова продолжилось. Пока он отсутствовал в московской квартире маршала и на его даче стали проводить обыски. Что там нашли, очень удивило Сталина и его окружение. По сравнению с другими военачальниками, вещи, найденные у Георгия Константиновича, были совсем необычными. Опись найденных на даче и в квартире маршала вещей заняла несколько машинописных страниц. Обыски, которые прошли в январе 1948 года, были инициированы самим Сталиным. Он даже сказал, что нужно искать на даче в Рублево. Например, чемоданы и шкатулку с золотом, алмазами и другими драгоценными камнями. Шкатулка эта действительно была, ее нашли в московской квартире. В шкатулке лежали 24 комплекта часов, 17 из них золотые и еще 3 с драгоценными камнями. Часы эти большей частью были редкими, коллекционными, но сам маршал ни разу их не надевал и хранил как память, не придавая им особого значения и ценности. Чекисты были поражены наличием большого количества заграничных дорогих вещей. Аккордеоны, ценные книги на немецком языке, меха, вазы, картины, драгоценности и прочие вещи удивляли и шокировали неискушенных сыщиков. На даче было много трофейной и очень дорогой мебели, ценной посуды. Чекистам не удалось найти ни одной вещи в доме, которая была бы произведена в последние годы в СССР. Конечно, немало вещей были подарочными, их Жукову дарили иностранные коллеги. Однако никаких компроматов чекисты не нашли. Квартира Жукова производит впечатление, что оттуда изъяли все то, что может его скомпрометировать. Было много ценностей, но они не являлись компроматами. К тому же большая их часть была беспорядочно скинута на пол в комнатах, больше похожих на склад. Все вещи валялись кучками, и возникало ощущение, что лежали они в таком виде уже не один год. Стороннему наблюдателю могло показаться, что Жуков был скопидомом и просто покупал или забирал все, на что обращал внимание. На многие из вещей в доме Жукова нашлись документы, он все приобрел легально, купив или получив в дар.
При этом часть предметов чекисты так и не смогли толком описать, в СССР аналогов не было. В документах написали про стеклянные шары и антиквариат со старинной гравировкой. У маршала даже спрашивали про эти предметы, мол, не занимается ли он магией, не совершает ли колдовские ритуалы. Конечно, Жуков отрицал подобные дела. Однако слухи пошли, якобы взлет маршала по карьерной лестнице – это чары и магия. Ведь происходил он из обычной крестьянской семьи, ничем примечательным не отличавшейся. Впрочем, после войны говорить про Георгия Константиновича Жукова плохо было модным, и никто за это не преследовал. И всю неприглядную историю устроил Сталин. Его, кстати, можно понять, так как в истории были примеры, когда генералы становились царями и президентами. Например, Дуайт Эйзенхауэр, американский генерал, стал президентом США. А что мешало Жукову? Ведь в народе его очень любили и пошли бы за ним многие. Потому-то с подачи Сталина и разыскивали среди вещей Жукова какие-нибудь запрещенные книги, проекты преобразования страны после переворота, списки соратников и тому подобное. Однако доказательств неблагонадежности Жукова найти не удалось. Кстати, перед ЦК КПСС Георгий Константинович все же объяснялся и публично признал свою неуемную алчность и стремление присвоить трофеи. А также, что сделал серьезную ошибку, многое купив для своей семьи и не сдав вовремя все барахло. Он действительно считал все барахлом, не зная даже, что некоторые вещи стоят целое состояние. И если бы Жуков понимал, что все это в дальнейшем будет использоваться в качестве компромата против него, то он бы сразу избавился от всех этих вещей, зная характер Сталина. Все это привело к тому, что репутацию и честь маршала просто растоптали. Кроме того, летом 1946 года Жукова обвинили еще и в бонапартизме, попросту говоря, в стремлении стать главой государства. К этому и шло все дело. В итоге маршала выслали подальше, сначала в Одессу, потом на Урал. Кстати, с помощью маршала за короткое время в Одессе была обуздана местная преступность, а на Урале он тоже смог сделать много добрых и доблестных дел. Лишь после смерти Сталина Жуков вернулся в Москву. Его вернул на высокий пост Лаврентий Берия. Правда, отблагодарил его Жуков не так, как бы следовало благодарить за доброе дело, но это уже другая история. Для того, чтобы посмотреть и узнать еще больше интересных фактов неизвестной истории России, подпишись на канал и поставь лайк. Мы постараемся донести до каждого зрителя настоящую неизвестную историю России.